Вы в эфире. Вы в эфире. Раз, два, три, раз, два, три. Все работает. Все работает замечательно. Здравствуйте, меня зовут Илья. Это канал «Изучаем C++ вместе». И это у нас второй день. Сегодня второй день нашего челленджа, который мы сами себе придумали. Освоить C++ самостоятельно за 21 день по книге Сиддхартха Рау. Вчера мы провели первую трансляцию, первое занятие отвели, так сказать. Все сделали, все задания выполнили, большие молодцы. Сегодня будем начинать со второго задания. Вот первые шаги вчера у нас были. Сегодня у нас с вами занятие второе, структура программы на C++. Программы C++ состоят из классов, функций, переменных и других элементов. Большая часть данной книги посвящена подробному описанию этих элементов и их взаимодействию в программе, чтобы продемонстрировать, как программа работает в целом. На сегодняшнем с вами занятии мы узнаем элементы программы C++, из чего они состоят, взаимодействие элементов, что такое функция и что она делает, и простые операции ввода и вывода. Но перед тем, как мы начнем, я подумал, что было бы неплохо повторить то, на чем мы закончили прошлый урок. Хотя бы просто контрольные вопросы пройтись еще раз, чтобы освежить в памяти прошлый урок. Как говорится, повторение — мать учения. Да? Поэтому давайте быстренько пробежимся. Контрольные вопросы. В чем разница между интерпретатором и компилятором? Интерпретатор — это программа, которая интерпретирует... Как это вчера было? Интерпретатор — это программа, которая интерпретирует наш код без компиляции. То есть то, что мы написали, она сразу его интерпретирует и запускает. Компилятор же переводит в бинарный файл. То есть интерпретатор не переводит наш исходный код в бинарный файл. Вот так вот. Вроде было так. А что делает компоновщик? Компонует. Компоновщик собирает разные... Если наша программа состоит из нескольких файлов, она их берет и компонует в один файл, в один объект, который называется .obj, там, да, что-то типа того. Каковы этапы обычного цикла разработки? Это написание кода, линковка и компоновка. Постоянно путаю вот эти два понятия. Что перед чем? Да плохо. Где-то это было здесь, да? Написать код, откомпилировать и потом скомпоновать. То есть первое — написать код, второе — откомпилировать код, третье — скомпоновать результат работы компилятора. Код, компиляция, компоновка. Как запомнить, надо что-то придумать. Код, компиляция, компоновка. Сначала компиляция, потом компоновка. Вот так вот. Так, и последний вопрос. Как стандарт улучшает поддержку многоядерных процессоров? Но это, опять же, как и вчера, отвечать на это не будем, потому что это, так сказать, знания не для новичков, да? Окей, хорошо. Поехали тогда дальше. Начинаем. Части программы Hello World. Ваша первая программа C++ занятие первые шаги прошлая наша программа всего лишь выводила на экран простое приветствие Hello World. Тем не менее, эта программа содержит некоторые из наиболее важных фундаментальных составляющих частей программы C++. Давайте воспользуемся листингом 2.1 как отправной точкой для анализа компонентов, содержащихся во всех программах C++. Хорошо, давайте так и создадим. Кстати, я решил вчерашнюю проблему, почему у меня не запускалась, если помните, да, мы вчера пытались запустить программу из нашего урока вчера. Так, а где он у меня был, я его потерял. Это я уже сегодня задал, да, вот первая программа, второй урок. Куда я его делал? В общем, вчера мы запускали вот этот экзешник, и он не запускался. Он не запускался, потому что я создавал проект не в консольном приложении. Вот. Нужно было создавать проект в консольном приложении, тогда бы все запустилось. Хорошо, давайте листинг 2.1. Здесь его так и назовем пока что. Пока что будем называть так, как оно есть. Листинг 2.1. Листинг 2.1. И что у нас тут? Подключаем директиву include. Include.
Include EOStream. EOStream. И в комментариях они меня, видимо, услышали со вчера, да? Стали писать тоже комментарий. Директива препроцессора, подключающая заголовок EOStream. Хорошо. Но мне такие комментарии, когда они выше, мне они не очень нравятся. Мне удобнее писать вот так, чтобы слева направо читать include, что это такое. Но многие пишут так. Будем как по книге, да, потом уже с этим что-то будем делать. Далее у нас начало программы. Блок функции main. Блок функции main. Поехали int main. Открываем скобки. И там у нас, вот видите, здесь они почему-то решили таким комментарием пользоваться. Почему? Вывод на экран. Ну, может быть, это просто дальше разберется. Я зря придираюсь, просто не очень понимаю, зачем по-разному писать и не объяснять перед тем, как это написать. Да? Далее у нас типичный Hello World. Hello World, скобочки, std end. Std end line. Хорошо. И финал. Возвращаем значение операционной системе. Это у нас команда return 0. Return 0. Все, балдеж, отлично написали. Эту программу C++ можно группы разделить на две части. Директивы препроцессора, которые начинаются с символа решетки шарпа, и основную часть программы, которая начинается с int main. Вот это основная часть программы, а это директивы препроцессора. Хорошо. Примечание. Строки 1, 4, 7 и 10 начинаются с символов двойной косой черты или косая черта звездочка, являются комментариями и игнорируются компилятором. Комментарии предназначены для людей. Более подробная информация о комментариях приведена в следующем разделе. То есть двойная косая черта позволяет нам писать комментарии, и вот двойная черта и черта со звездочкой то же самое позволяет нам писать комментарий. Комментарии игнорируются компилятором. Это все, что нам нужно вот запомнить на этом этапе, и они никак не влияют на то, что мы пишем. Вот, хорошо. И все эти комментарии для нас, для того, чтобы мы, разработчики, такие могли это почитать, понять и просить. Хорошо, директива препроцессора include. Как и предполагает или нет? Как и предлагает его название препроцессор это инструмент, запускающийся перед фактическим началом компиляции. Директивы препроцессор директив, это команды препроцессору. Они всегда начинаются со знака шарпа, он же решетка. В строке 2 листинга 2.1 директива sharp include имя файла указывает вот это вот include EOStream. Имя файла и EOStream непосредственно в скобках это имя файла. Директива include имя файла указывает препроцессору взять содержимое файла, в данном случае EOStream, и включить его в строку, где расположена директива EOStream. EOStream это стандартный файл заголовка, который включается потом... Не понял. Так, еще раз. EOStream это стандартный файл заголовка, который включается потому, что он содержит определение объекта потока cout, используемого в строке 8 для вывода на экран слова Hello World. Ну вот, то есть, вот наш cout. Поток cout. Cout это поток. EOStream это стандартный файл заголовка, который включается потому, что он содержит определенный... Ну понятно, то есть мы его здесь определили, и он включается, потому что на 8 строчке кода у нас есть с вами cout. Вот так. Хорошо. Другими словами, компилятор смог откомпилировать строку 8, содержащую оператор std_cout, только потому, что мы заставили препроцессора включать определение объекта потока cout в строке 2. То есть без него, если мы его закомментируем, у нас будет вот здесь ошибка. Компилятор не понимает, что такое std endline и std
Cout, и здесь у нас в ошибках пространство MMNSTD не содержит члена Cout и члена EndLine. То есть, если мы не включаем библиотеку, соответственно, у нас не работают вот эти вот замечательные потоки. Cout, поток. Хорошо. Запомнили. Примечание. В профессиональных приложениях C++ включаются не только стандартные заголовки. Сложные приложения, как правило, имеют несколько исходных файлов, причем некоторые требуют включать другие. Так, если некий объект, объявленный в файле file A, должен использоваться в файле file B, то первый необходимо включить в последний. Обычно для этого файл file A помещают в следующую директиву include. Include relief path file B. Ну, понятно, да? То есть, если бы мы хотели, если бы у нас было несколько файлов, нам бы нужно было через include, и вот здесь вот у нас были бы те файлы, которые у нас есть. Давайте для примера просто создадим еще, например, один файл. Файл ресурсов создать. Пусть он с таким названием source есть. И если мы его хотим включить сюда, нам нужно написать include. Здесь обратите внимание, что нужно указывать не треугольные скобочки, да, а использовать кавычки. И сюда писать source. Так, он не сохранил, да, здесь надо, наверное, что-то написать. Ну, какой-нибудь TS-стрим тоже сюда. Интересно. Он должен здесь появиться. А CPP-шку не хочет, что ли? Или вообще должен? Вот так оно должно подключиться. Но не подключается. Возможно... ну вот так подключается. Но почему-то он его не выбирает. Возможно, нужно было добавить здесь файл заголовка. Header файл. И вот этот header файл он бы уже нашел... Да, header файл он так видит. Понятно. Хорошо, но в любом случае нужно запомнить, что все файлы, которые мы хотим подключить в предыдущий, нужно указывать через кавычки. Через кавычки. Так, хорошо, удалим это нам здесь не надо, это мы так. Лирическое отступление. Просто они здесь в примечании пишут, а мы еще как бы больше одного файла не создавали, поэтому, ну, как-то сложно. Не знаю, зачем это писать, ну да ладно. Ну да ладно, хорошо, тело программы, функция main. Функция main, тело программы. После директивы или директив препроцессора следует тело программы, расположенное в функции main. Исполнение программ C++ всегда начинается здесь. По стандартному соглашению перед функцией main указывается тип int. Тип int в данном случае это тип возвращаемого значения функции main. Ну то есть любая функция в C++ должна что-то вернуть. Да? Главная функция у нас должна здесь что-то вернуть. Хорошо, поэтому мы здесь пишем return 0, и вот он нам возвращает здесь 0. И у нас вроде как поэтому все хорошо. Хорошо. Примечание. Во многих приложениях C++ можно найти вариант функции main, выглядящий следующим образом. Int main, вот здесь вот эти штучки, давайте сразу тогда здесь пропишем. Int argc, потому что вы действительно можете часто все это встретить. Char звездочка argv и квадратные скобки. Это также совместимо со стандартом и вполне приемлемо, поскольку функция main возвращает тип int, а содержимое в круглых скобках это аргументы, передаваемые программе. Эта программа, вероятно, позволяет пользователю запускать ее с аргументами командной строки, такими, например, как program.exe. Значит, do something specific это аргумент для данной программы, передаваемый операционной системе в качестве параметра для обработки функции. Не совсем понятно написано, да? Но по идее в эти круглые скобки, насколько я могу понимать, мы можем передавать какие-то параметры, которые при том же запуске, если мы будем собирать, например, нашу программу и потом ее запускать через тот же экзешник, это условные параметры запуска этого экзешника. То есть давайте посмотрим, например, плейлист 21 день, второй день. Сейчас, кстати, она должна запуститься. По идее, сейчас, но она все равно у меня не запускается, у меня что-то не так. По идее, должна запускаться. Почему-то консольные программы у меня не запускаются. Ладно, пофиксю.
Найду баг, пофиксю к следующему занятию. Почему-то не запускается. Почему, непонятно. После переустановки Visual Studio, когда делал гайд по установке, что-то наустанавливал, так что теперь экзешники у меня не запускаются. Ладно, хорошо, это не по теме книги, поехали дальше. Обсудим строчку 8, фактически выполняющую задачу этой программы. SAD Cout, Hello World, SAD Handle. Вот это. Поток Cout, консоль out, вывод на консоль, произносится как Cout, является оператором, фактически выводящим на экран строку Hello World. Точка. Cout это поток. Запомнили, Cout это поток. Это самое главное, что нужно запомнить сегодня на этом уроке. Cout поток. Так, Cout это поток, определенный в стандартном пространстве имен, поэтому и std двоеточие Cout. А то, что мы делаем, так это помещаем текст строки Hello World в данный поток, используя оператор вывода в поток. Оператор вывода в поток, вот так это по-человечески называется. Вот эти вот скобочки называются оператором вывода в поток. Оператор вывода в поток. Запомнили? Оператор вывода в поток. Запомнили? Запомнили. Хорошо, обратите внимание. Перескочил строчку. Оператор std inline используется для завершения строки, а ввод его в поток эквивалентен вставке знака абзаца. Обратите внимание, оператор вывода в поток, stream insertion оператор, используется при необходимости вывода в поток каждого нового элемента. Ну, то есть, это имеется в виду, если бы мы хотели здесь дополнить какую-то фразу, например, еще, ну, я не знаю, там восклицательные знаки, то нам нужно было бы еще раз вставлять скобки, которые называются, еще раз, оператор вывода в поток. Оператор вывода в поток. Оператор вывода в поток. Оператор вывода в поток, запомним, да? Оператор вывода в поток. Оператор куда? Вывода куда? В поток. Хорошо, все. Так, хорошо, дальше. Преимущество потоков C++ заключается в одинаковой семантике, используемой потоками разного типа. В результате различные операции, осуществляемые с тем же текстом, например, вывод в файл, а не на консоль, выглядят одинаково. Таким образом, работа с потоками становится интуитивно понятной. И когда вы привыкаете к одному потоку, такому как Cout, выводящему текст на консоль, то без проблем можете работать с другими, такими как FSStream, записывающими текстами файлы на диск, но это уже про будущее нам говорят. Более подробная информация о потоках приведена в занятии 27. Применение потоков для ввода-вывода. Это нам еще предстоит узнать. Хорошо, примечание. Фактически текст, заключенный в кавычки Hello World, называется строковым литералом. String literal. То есть вот это у нас с вами строковый литерал. И вот это тоже строковый литерал. И все, что в кавычках, это у нас строковый литерал. Он же string литерал. Хорошо, запомнили строковый литерал. А это оператор вывода в поток. Оператор вывода в поток. Оператор вывода в поток. Хорошо. Возвращение значения. Возвращение значения. Функции в языке C++ должны возвращать значение, если противное не указано явным образом. Main скобочки — это функция, всегда и обязательно возвращающая целое число. Это значение, возвращающее операционной системе, это значение возвращается операционной системе, и в зависимости от характера вашего приложения может быть очень полезным, поскольку большинство операционных систем предусматривает возможность обратиться к возвращенному значению другим приложениям. Не так уж и редко одно приложение запускает другое, и родительскому приложению, запустившему дочернее, желательно знать, закончило ли дочернее приложение свою задачу успешно. Программист может использовать возвращаемое значение функции main для передачи родительскому приложению сообщения об успехе или неудаче. Вроде как. Сложно, но ставим здесь 0, чтобы передать операционной системе, что у нас все хорошо. Что наша программа закончилась успешно, правильно? Вроде бы как бы так. Насколько я могу понимать, как будто бы так. Примечание. Традиционно программисты возвращают значение 0.
в случае успеха и -1 в случае ошибки. Однако тип int, целое число, возвращаемого значения обеспечивает разработчику в пределах диапазонах доступных значений достаточную гибкость для передачи множества различных состояний успеха или неудачи. Ну, то есть здесь, по идее, мы можем тут писать какие-то свои числа, которые в нашем кругу должны знать, да? Чтобы другие программисты понимали, с каким кодом наша программа заканчивается. Но принято писать 0. Хорошо, понятно. Здесь понятно, спасибо. Внимание! Язык C++ чувствителен к регистру, поэтому готовьтесь к неудаче компиляции, если напишите int вместо int, void вместо void, stdcout вместо stdcout. Ну, тут понятно, да, если мы используем большую буковку, то не работает. Если мы здесь используем большую буковку, тоже не работает. Так что пишем все как должно быть. Хорошо. Переходим к следующей фазе. Про тело программы поговорили. Теперь концепция пространства имен. Как раз таки вот это std и все в этом духе. Причина использования в программе синтаксиса оператора std:\cout, а не просто cout, в том, что используется элемент cout, что используемый элемент cout находится в стандартном пространстве имен std. Так что же такое пространство имен? В скобках namespace. Предположим, вы не использовали спецификатор пространства имен и обратитесь к объекту cout, который объявлен в двух известных компилятору местах. Какой из них компилятор должен использовать? Безусловно, это приведет к конфликту и неудаче компиляции. Вот где оказываются полезны пространства имен. Пространство имен — это имена, присвоенные частям кода, помогающие снизить вероятность конфликтов имен. При вызове оператора std::cout вы указываете компилятору использовать именно тот объект cout, который доступен в пространстве имен std. Понятно? Не очень. Но, возможно, дальше нам пояснят, чтобы прям совсем было понятно. Используется для чего? Чтобы не было конфликтов. Каких конфликтов в пространстве разных имен? Что такое разные имена? Вот что такое разные namespace? Вот это не очень понятно, да? То есть, возможно, есть какие-то разные пространства имен, и где-то что-то может пересечься, но вот в этих начальных программах примера не видно. Поэтому сложно судить и прям так сразу сходу понять. Примечание. Вы используете пространство имен std, произносится стандарт, да, для вызова функций, потоков и утилит, которые были утверждены комитетом по стандартам ICO Standards Committee и, следовательно, объявлены в его пределах. То есть мы используем пространство имен std, объявленные комитетом. Хорошо. Многие программисты находят утомительным регулярный ввод в коде спецификатора std при использовании оператора cout и других подобных средств, содержащихся в том же пространстве имен. Объявление using namespace, представленное в листинге 2.2, позволит избежать этого повторения. Ну, хорошо, хотят они нас заставить писать плохо. Давайте, листинг 2. Листинг 2.2. Так. Здесь скопируем, чтобы все это дело не перепечатывать. Да? Директива, начало программы. И вот здесь вот мы добавляем указать компилятору пространство имен для поиска. И пишем using namespace std. Вот так вот. В таком случае здесь нам std указывать уже не нужно. И вот такая вот запись, так сказать, укорачивает код. Соответственно, дальше у нас вывод на экран. Это все, да, я убрал. Ну и, соответственно, вот так оно и есть. Хорошо, может быть, расскажут, что хорошего, что плохого, и как будем писать дальше, интересно. Обратите внимание на строку 8. Строка 8. Так, а почему у меня съехал? Вот так вот код, строка 8. Using namespace std. Внимательно смотрим на него своими глазками. Сообщив компилятору,
что предполагается использовать пространство имен std, можно не указывать пространство имен явно в строке 11. Строка 11 std. std cout, как у нас было, да, изначально, можно явно не указывать. Можно удалить. Можно удалить, хорошо. При использовании операторов std cout и std endline. Listing 2.3 содержит более ограниченный вариант кода листинга 2.2. Здесь подключается не все пространство имен полностью, а только те его элементы, которые предстоит использовать. Так, хорошо, давайте посмотрим. Листинг 2.3. Листинг 2.3. Так, скопируем это все дело. Директива процессора, начало программы, дальше. Дальше комментария у нас нет, std у нас нет, но мы пишем using std cout и, соответственно, using std endline. То есть такая запись нам позволяет использовать endline и cout без std-шек. Вот так, раз мы написали в начале программы и кайфуем, получаем удовольствие. Выводим на экран. То есть работать это будет все абсолютно так же сам. Так, хорошо. Хорошо. С этим разобрались. То есть можно писать в начале программы эти юзинги и не использовать их здесь. А посмотрим, как дальше в книге они будут писать, но не знаю, мне нравится писать везде std, указывать явно пространство имен, которым я пользуюсь. Ну да ладно. Хорошо, анализ. В листинге 2.3, наш листинг, строка номер 8, была заменена строками 7 и 8. Различие между операторами using namespace std и using std cout в том, что первый позволяет использовать все элементы пространства имен std без явного указания спецификатора пространства имен std. Удобство последнего в том, что без необходимости устранять неоднозначность пространств имен явно можно, использовав только операторы std. Не знаю, в чем удобство. Удобнее было одну строчку тогда уж оставить, если мы об этом говорим. Если это как-то влияет на что-то в конце, проще написать using namespace std и забить бол, да, чем явно указывать, какие cout или endline мы хотим писать в using, да, непонятно. Непонятно. Так, хорошо. Жара нереальная. Время 11:30, жара просто нереальная. Ладно. Окей. Окей. Комментарии в коде. Комментарии в коде C++. Строки 1, 4, 10 и 13 листинга 2.3. 1, 4, 10 и 13. Хорошо, совпадает. 2.3 содержит текст на человеческом языке, но программа все равно компилируется. Они также не влияют на вывод программы. Такие строки называются комментариями, comment. Комментарий игнорируется компилятором и обычно используются программистами для объяснений в коде. Следовательно, они пишутся на человеческом языке или профессиональном жаргоне. Символ две косых черты означает, что следующая далее строка комментарий. Например, это комментарий. Ну, то есть у нас здесь вот две строки, директивы препроцессора, комментарий. Текст, содержащийся между символами косая строка, звездочка и закрывающаяся звездочка, косая строка, также является комментарием, даже если он занимает несколько строк. Ну, то есть вот это мы могли разбить на вот так вот. И это все равно было бы комментарием. Так. Хорошо. Что у нас дальше? Примечание. Могло бы показаться странным, зачем программисту объяснять собственный код. Однако, большие программы создаются большим количеством программистов, каждый из которых работает над определенной частью кода, который должен быть понятен другим разработчикам. Хорошо написанные комментарии позволяют объяснить, что и почему делается именно так, поэтому комментарии писать всегда и обязательно.
Рекомендуется добавлять комментарий, объясняющий работу сложных алгоритмов и частей ваших программ. Оформляйте комментарии в стиле, принятом вашим коллективом программистов. Вот, ну тут понятно, да, то есть я и говорю, как я и говорил, например, мне удобнее вот так комментарии писать, но все зависит от того, в каком коллективе вы находитесь и как у вас принято писать эти комментарии. Не рекомендуется, не используйте комментарии для повторения или объясняющие очевидного. Ну, то есть одни и те же комментарии тоже постоянно писать не рекомендуется, чтобы не захламлять код, хотя в начале, на самом деле, пути, мне кажется, что абсолютно всегда нужно использовать комментарии. Ну, вот прям абсолютно всегда, чтобы самому себе писать и понимать, что мы сделали. Вот здесь вот, например, что мы сделали? Using std cout. Я понимаю, что мы это написали для того, чтобы здесь не использовать std, да? Но как называлось-то вот это, вот что мы сделали? Как это называлось? Уже забыл. Вот так вот. Не забывайте, что добавление комментариев не сделает понятнее запутанный код. Не забывайте изменять комментарии при изменении кода. Ну да. Хорошо, про комментарии тоже поговорили. Далее у нас с вами функции в C++. Функции в языке в C++ такие же, как и в языке C. Классно. Мы вот язык C не изучали. И вот, ну, хорошая строчка, мне нравится. Функции от английского function — это элементы, позволяющие разделить содержимое вашего приложения на функциональные блоки, которые могут быть вызваны по вашему выбору. При вызове функции обычно возвращает значение вызывающей функции. Самая известная функция, конечно, это наша функция main. Она распознается компилятором как отправная точка приложения C++ и должна возвратить значение типа int, то есть целое число. Хорошо, у программиста всегда есть возможность, а как правило и необходимость создавать собственные функции. В листинге 2.4 приведено простое приложение, которое использует функцию для отображения текста на экране, использующее оператор std cout с различными параметрами. Хорошо, давайте напишем программу listing 2.4. Listing 2.4. Погнали. Что у нас тут? Подключаем EOStream. Подключаем директиву, используем using namespace. Using namespace std. Далее объявление функции. Int demo console output. Console output. Это объявление нашей функции. Так вот она выглядит. То есть сначала тип возвращаемого значения функции, далее название функции, которое мы даем. Здесь можем писать все, что угодно, но мы пишем по книжке, поэтому пишем так. И аргументы, которые функция будет принимать. Так, хорошо. Далее у нас int main. Открываем тело main. Вызываем нашу функцию. В комментариях вызов функции. Вызов функции. Здесь, чтобы вызвать эту функцию, нужно написать ее название. Вот мы ее здесь видим, нажимаем Tab. Все у нас прекрасно. Про точки запятой в конце не забываем. Return 0. Хорошо. И определение функции здесь вынесено за тело программы. Определение функции. Еще раз пишем нашу функцию ing demo console. Давайте ее скопируем. И здесь уже мы будем открывать тело этой функции и писать его здесь. Что у нас здесь есть? Здесь у нас cout. Хорошо, cout. With is a simple string literal. Хорошо. И endline. Первая строчка, которая говорит нам, это простой строковый литерал. Хорошо. Далее у нас writing number. Не взял в кавычки, сейчас возьмем. 5. Возьмем в кавычки это дело. Взяли в кавычки.
5. Открываем. Как у нас называются эти скобки? Поток ввода. Поток вывода. Перед потоком забыл какой. Оператор потока вывода. Оператор потока вывода. Запомню все. Оператор потока вывода. Endline. Хорошо. Напишите число 5, и он пишет число 5. Хорошо. Далее. Cout. Performing. Division 9. В смысле, 10, 10. 10 на 5. Равно 22 разделить на 7. Так. Хорошо. И последняя. И еще 2 строчки у нас, да, осталось кода. Cout. И then approximated. Made it is 22 делить на 7. Делить не знаю, как по-английски. Равно 22 разделить на 7. Ну, 20, ну я понял, типа число π 22 разделить на 7. Хорошо. Так, cout. И последняя наша надпись. Be more. Аккуратели, не знаю, как правильно произносится. Из 22 делить на 7. А я сейчас придумал, мы сейчас это качественно переведем. Не моим мега английским. Чтобы было понятно, что у нас происходит. Так, для начала все это дело выровняем, потому что невозможно на такое смотреть, глаза болят. Так, хотя плюс-минус. Так, давайте прочекаем. Есть великолепные переводчики, да, я не очень понимаю, что вот эта фраза значит. И посмотрим. Выполнение подразделения 10 на 5. Не, ну понятно, что поделить, ну почему 10 на 5 и здесь 22 на 7? Вот этого я не понимаю. А, я просто написал не оттуда, боже. Все. Я просто написал не так. Я думаю, как, что это значит вообще? Хорошо, ладно. Кстати, как вот это слово читается? Ну-ка, произнеси. Accurately. Accurately. Она Т не читает. Accurately. 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 Еще и английским здесь позанимаемся. Замечательные курсы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Так. Хорошо. Ой, как-то поправить кодик хочется, потому что выглядит отвратительно. Как-то так. Ну, в общем, плюс-минус разобрались. Да, ну вот эта яма, конечно, совсем. Отстой, ну да ладно. Теперь результат у нас здесь написан. И мы давайте тоже запустим эту программу. Только она у нас не соберется, потому что, да, он начинает мне собирать все на свете. Мне нужно вот это вот все дело закомментировать. Возможно, нужно будет, я, наверное, буду следующие уроки создавать в отдельных решениях, чтобы они запускались. Все, сейчас у нас это дело запустится. Во всяком случае, должно. Не запускается, потому что что? Сборка со сбоем. А чё нет? Чё ник? Должно возвращать значение. Ну да. Забыл последнюю строчку. Забыл последнюю строчку кода. Вот, теперь все будет хорошо. Так. Запускаем. Все, смотрим. Visit Simple String Literal. Как у нас и было в Riding Number 5. Спасибо за 5.
Performing 2 на 5, 10, P 2 на 7, 3. Ну, 3, потому что... ну, вы поняли, да, там без дробной части. И 22 на 7, 3, 14. Хорошо. Хорошо, потому что здесь мы точечку поставили. Вот так вот. Так, результат совпал. Наш результат совпал. Мы молодцы, замечательно, великолепно. Да, в следующий раз я, наверное, буду создавать отдельные решения. Подумаем, в общем, как так сделать, чтобы вот эти листинги не комментировать все. Если вдруг какой-то один надо запустить, чтобы как-то не комментировать. Ладно, я подумаю над этим, хорошо. Так, анализ. Интерес представляют строки 5, 10, 15 и 25. Так, 5, 10, 15 и 25. Ну, наверное, вот здесь пробела не было, да? 14. Нет, 14 была пустая. А как у нас так получилось? 1, 2, 4, 7. Вызов, return. 13 закрыли, 14, 16. С 16 начали. 23 пустая. Нет, все окей. Так, 5, 10, 15, 25. А, он имеет в виду 15, 25, в смысле все вместе. Ну, я понял, хорошо. В строке 5 находится объявление функции. Вот она в строке 5, объявление функции. Мы ее там объявили. Function declaration, которая в основном указывает компилятору, что вы хотите создать функцию по имени demo_console_output, возвращающая значение типа int целое число. Именно из-за этого объявления компилятор соглашается откомпилировать строку 10 с учетом, что далее в строках 15-25 следует определение нашей функции, то есть ее реализация. То есть, по идее, если мы, например, вот это все закомментируем, то у нас появится здесь предупреждение, да, нет ошибки, но есть предупреждение. Так, вот он подчеркивает нам ее, говорит, объявление функции, не найдено определение функции для demo_console_output. А почему он мне ее, интересно, не пишет? Он ее здесь показывает, но не пишет. Я думал, он мне ее здесь напишет. Вроде бы как бы и должен был. Ну да ладно. Видимо, тоже в настройках что-то стоит, что не показывает мне эти предупреждения. Вот. И, соответственно, убирая комментарий, мы ее здесь определяем. Но это останется под комментарием. И никаких уже ошибок нет, все хорошо собирается. Хорошо. То есть наша реализация нашей функции находится под строками, начиная с 16 и заканчивая 25 строкой. Хорошо. Хорошо. Фактически, эта функция отображает различные возможности оператора cout. Обратите внимание, она выводит не только текст, как в приложении Hello World в предыдущих примерах, но и результаты простых арифметических вычислений. Две строки 21 и 22 отображают результаты вычисления числа π, но последний точнее, просто потому, что при делении 22 с точкой на 0 на 7 вы указываете компилятору вычислить результат как вещественное число, тип float в терминах C++, а не как целое. То есть вот здесь, да, как тип float. Интересно, а почему он как... Ну ладно, float, они говорят о float, почему не double тогда? А почему не double? Вот. Ну ладно, может в следующий раз нам об этом расскажут. Так, хорошо. Хорошо. Что дальше? Здесь пока что вроде бы плюс-минус все окей. Обратите внимание, что функция предусмотрена как возвращающее целое число и возвращает она значение 0. Вот как раз таки про этот 0 говорится, про который я забыл. Поскольку никаких решений эта функция не принимает, нет никакой необходимости возвращать какое-либо другое значение. Точно так же функция main возвращает значение 0. Поскольку функция main делегирует все свои действия функции demo_console_output, имело бы смысл использовать возвращаемое ею значение для возвращения значений из функции main, как это сделано в листинге 2,5. Во-первых, что такое делегирование? Делегирует. Что это за слово такое? Делегирует. Что значит слово делегирует? Есть такое умное слово делегирование. Определение я бы дал такое. Делегирование — это процесс передачи ответственности за результат исполнения на другого субъекта. Хорошо. Хорошо. То есть, ну, как раз таки вот.
теперь понятно, да, что оно, поскольку функция main делегирует все свои действия функции демо-консоль, имело бы смысл использовать возвращаемое ею значение для возвращения значений из функции main, как это сделано в листинге. Так, ну давайте посмотрим, что там в листинге. Пока звучит все тяжело для понимания. Ну, понятно, что хотят там сделать так, чтобы, наверное, return 0 там не писать. Ну, посмотрим, что как будет. Так, подключаем. Все у нас то же самое. Так, скопируем отсюда. Копируем отсюда и отредактируем. Using namespace есть. Объявление функции. Здесь объявление и определение. Определение. Так, только вот это здесь убирается. И идет сразу определение функции. Объявление и определение. Хорошо. Return 0 здесь остается. Точку запятой здесь убрали. Хорошо. Так. Далее. На 14 строке у нас здесь заканчивается. Return есть. Int main. Вызов функции. Вот оно как. То есть здесь, чтобы не использовать return, мы его просто пишем вот так вот. 0. Раз у нас функция... Вот теперь понятно, о чем они говорили. Имелось в виду то, что раз у нас есть один return, то зачем нам использовать два return 0 в программе. И мы сделали просто один раз, мы сразу же сюда вернули вот этот вот 0. Угу. Хорошо, давайте прочитаем анализ. Вывод, как и у предыдущего. Давайте это проверим. Сейчас сюда придем, здесь это дело закомментируем. Ибо работать у нас это дело не будет. Проверяем. То же самое, абсолютно все вывелось, как и в прошлый раз. Вывод этого приложения такой же, как у предыдущего. Здесь мы это убедились. Небольшие изменения есть в способе его получения. Поскольку функция определена, то есть реализована, реализована. Да, есть такое. Перед функцией main в строке 5. Понятно. Определена и реализована в строке 5. Ее дополнительное объявление уже не нужно. Современные компиляторы C++ понимают это как одновременно объявление и определение функции. Функция main также немного короче. В строке 19 осуществляется вызов функции demo консоль output и одновременно возврат ее возвращаемого значения при выходе из приложения. Но это произошла у нас с вами такая небольшая оптимизация текста, да? Оптимизация кода. Да? Небольшая оптимизация кода прошла. Хорошо, поехали дальше. На что-то нажал. Примечание. В таких случаях, как здесь, когда функция не обязана принимать решение или возвращать сообщение об успехе или отказе, вы можете объявить функцию с типом возвращаемого значения void demo console output. Такая функция не может возвращать значение, ее нельзя использовать для принятия решения. В таких случаях, как здесь, когда функция не обязана принимать решение, вы можете объявить функцию с типом void. То есть вместо инта мы можем вот здесь вот писать void. И у нас выдает ошибка. Но мы же возвращаем здесь вот это вот. Или это можно, или это надо удалить. Это не будет работать. В таких случаях, как здесь, когда функция не обязана принимать решение или возвращать сообщение об успехе или отказе, вы можете объявить функцию с типом возвращаемого значения void. Void demo console output. Ну, то есть, а здесь все равно, получается, нужно будет return 0 прописывать. Вот так вот. И тогда у нас будет все работать. Раз функция у нас здесь ничего не возвращает, она просто выводит на экран какие-то значения, соответственно, нам здесь return 0 не нужен, и мы можем функцию обозначить как void. Пробуем, запускаем.
Все работает. Понятно. Функции могут получать параметры, могут быть рекурсивными, содержать несколько операторов выхода, могут быть перегруженными, встраиваемыми и так далее. Эти концепции вводятся далее на занятии 7 «Организация кода при помощи функций». Это мы дальше посмотрим. Так, хорошо. Переходим к следующему. Простые операторы ввода std_sin и вывода std_cout. Ваш компьютер позволяет взаимодействовать с выполняющимися на нем приложениями разными способами, а также позволяет этим приложениям взаимодействовать с вами разными способами. Вы можете взаимодействовать с приложениями, используя клавиатуру или мышь. Информация может быть отображена на экране как текст или в форме сложной графики. Может быть напечатана принтером на бумаге или просто сохранена в файловой системе для последующего использования. В данном разделе рассматривается самая простая форма ввода и вывода в языке C++, использование консоли для отображения и ввода информации. Для записи простых текстовых данных на консоль используется оператор std_cout, произносится как стандарт cout, и оператор std_cin, произносится как стандарт cin, стандарт cin, для чтения текста и чисел с консоли, как правило, с клавиатуры. Фактически при отображении слов Hello World на экране в листинге 2.1 вы уже встречались с оператором std_cout, но мы везде с ним встречались сегодня. Везде встречались с этим std_cout. Здесь оператор cout сопровождается оператором вывода. Так, хорошо, оператором вывода, позволяющим вставить данные в поток вывода, который подлежит выводу строковым литералом Hello World. Так. Переподключение. Так, вроде хорошо, вроде заработало. Все, нормально. Что тут АБС-ка решила умереть? Хорошо, поехали дальше. Мы остановились для записи простых текстовых файлов. Хорошо, cin. Фактически хорошо. Здесь оператор cout сопровождается оператором вывода, позволяющим вставить данные в поток вывода, который подлежит выводу строковым литералом Hello World и символом новой строки в форме оператора std_endline. Произносится как стандарт endline. Применение оператора cin также очень просто. Он сопровождается переменной, в которую следует поместить вводимые данные. std_cin, оператор ввода, переменная, да? Таким образом, оператор cin сопровождается оператором извлечения значения. Оператор извлечения значения. Двойные скобки в другую сторону. Да? Данные извлекаются из входного потока. И переменной, в которую следует поместить данные. Если вводимые данные разделены пробелом, следует сохранить в двух переменных. Если вводимые данные разделенные пробелом, следует сохранить в двух переменных, то можно использовать один оператор. Если вводимые данные, разделенные пробелом, следует сохранить в двух переменных, то можно использовать один оператор. Ну понятно, все, я понял, о чем говорят. Как-то тяжело написано. Обратите внимание на то, что оператор cin применяется для ввода как в текстовых, так и числовых данных, как показано в листинге 2.6. Хорошо, давайте смотреть, что там у нас за листинг 2.6. Листинг 2.6. Подключаем include iostream. Подключаем include стрингов. Подключаем директиву, библиотеку стрингов. Стринги строки. Using ленивых namespace std.
int main, тело программы. Что нам тут предлагают? Объявление переменной для хранения целого числа. Объявление переменной для хранения целого числа. Пишем int. Input number. Объявляем переменную, даем ей целочисленное значение int и называем ее input number. Хорошо. Далее у нас с вами cout, который пишет нам на экране enter an integer. Введите целое число. Двоеточие, пробел, точку, запятой не забываем. Далее комментарий сохранить. Введенное пользователем число. Здесь мы пишем оператор sin. Здесь скобочки в обратную сторону. И вводим этот самый input number. Tab, и быстро все это вводится. Далее комментарий аналогично с текстовыми данными. Аналогично с текстовыми данными. Cout. Enter your name. Не забываем про точку с запятой. Создаем переменную типа string input name. То есть здесь также, да, объявление переменной у нас идет для хранения имени. Ну, то есть здесь строки, по идее, для строки. Я напишу комментарий с этой стороны, потому что вдруг там будет код разбираться по числам, да, ну, в смысле, по строкам, там, 16 строка, 10, чтобы было понятнее просто. Так, хорошо. Объявление переменной для хранения строки. Далее мы вводим эту строку. In, оператор ввода. И здесь пишем input name. Input name. Далее выводим cout, оператор вывода. Input name. Input name. Ввели input name и input number. И input number. И не забываем endline и точку запятой, чтобы все это перенеслось. Ну, endline, да, и return 0 в конце. Return 0. Хорошо, что мы ожидаем от этой программы? Мы ожидаем, что если мы ее с вами сейчас запустим, нам выведется на экран сообщение о том, что введите число. Так как мы объявили переменную типа integer и дали ей название input number, нам консоль должна дать возможность ввести этот input number. Далее, опять же, выведется после того, как мы введем наш input number, нам выведется на экран «Введите свое имя». Мы объявили переменную, введем свое имя, и последней строчкой в программе у нас с вами должно быть наше имя выведется, потом будет написано Enter it, и будет выведется то число, которое мы вписали. Давайте проверять. Давайте проверять. Так, Ctrl-S сохранили, запустили. Возникли ошибки, потому что я не закомментировал, да, предыдущий листинг. Так, все, там закомментировали, здесь сейчас должно все сработать. Так, поехали. Enter integer, ну, трицаху. Сколько лет, столько и чисел. Ваше имя Илья. Илья, Enter 30. Вот, хорошо. И здесь пробел, ну, то есть здесь Enter, потому что мы ввели endline. Если мы здесь endline уберем, то будет более красиво написано, да, без лишнего. 30 Илья, Enter 30. Все, хорошо. Программа отработала, мы довольны. Мы довольны. Результат такой же, да, 2011, карта 2011. Enter, да, и пустая строка. Хорошо. Анализ нашего кода. В строке 8 перемена input number объявляется как способная хранить данные типа int. Смотрим, строка 8, int number.
Вот это вот. В строке 10 пользователя просит ввести число, используемое оператор cout, а введенное значение сохраняется в целочисленной переменной с использованием оператора cin в строке 13. В 10, ну, то, что я говорил, да, то, что я говорил, в 10 строке выводится сообщение, здесь просят его туда занести. То же самое повторяется при сохранении имени пользователя, которое, конечно, не может содержаться в целочисленной переменной. Для этого используется другой тип string, как можно заметить в строках 17 и 18. Именно поэтому, чтобы использовать тип string, далее в функции main, в строке 2 была включена директива. Да? То есть без нашей директивы string сюда бы мы не смогли записать значение. Но это об этих стрингах, я думаю, дальше будет отдельный урок у него. Вот. И, наконец, в строке 20 оператор cout используется для отображения введенного имени и числа с промежуточным текстом, чтобы получить вывод нашего имени и числа, которое мы вводим. Это очень простой пример ввода и вывода на C++. Не волнуйтесь, если концепция переменных пока не ясна, подробно мы рассмотрим ее на следующем занятии. Хорошо, то есть следующее занятие у нас будет про переменные, и уже рассмотрятся все типы, инты, чары, даблы, флоуты и все вот это вот, что там еще дальше страшное есть. Хорошо, резюме мы подошли с вами к концу, прекрасно. Резюме — это занятие знакомиться с основными частями простых программ C++. Здесь было продемонстрировано, что такое функция main, изложено введение пространства имен и основы ввода и вывода на консоль. Вы будете использовать многие из них в каждой программе, которую пишете. Это вот такое у нас резюмешка на сегодня. Так, хорошо, вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Сначала читаем вопрос, пытаемся на него ответить сами, потом читаем ответ, да, как мы обычно это делаем. Что делает директива include? Что делает наша директива include? Наша директива include подключает стандартные библиотеки, которые имеются, ну, вообще не стандартные, в любом случае директива include подключает нужную нам библиотеку для того, чтобы, в общем, библиотеку, которой мы будем пользоваться в нашей программе. Я бы ответил так. Это директива препроцессора, да, нужно не забывать слово директива препроцессора. Это директива препроцессора, которая выполняется при вызове компилятора. Данная конкретная директива требует включить содержимое файла, указанного в угловых скобках, после нее в текущую строку, как будто бы оно введено в этом месте исходного кода. Да, то есть, как это проще понять? О чем они говорят? То есть мы хотим использовать какую-то библиотеку, например, да, я стрим вот это вот, и вместо, когда наш код компилируется, вместо вот этой вот строки сюда просто вставляется огромный файл всей этой строки, всей вот этой библиотеки, когда мы компилируем нашу программу. И здесь просто очень много кода. То есть, что делает директива include? Это директива препроцессора. Самые главные два слова запоминаем. Директива препроцессора, которая вставляет строчку, где мы подключаем эту директиву, включаем все содержимое данной директивы в эту строчку. Ну, плюс-минус, да. Директива препроцессора, самые главные слова, которые нужно запомнить. Директива препроцессора, которая вставляет весь код данной директивы в строчку, где написан include. Как-то так. Содержимое это файл, да. Хорошо. В чем разница между комментариями у двойной черты и черты... Ну, в общем, в чем разница между вот таким комментарием и вот таким комментарием? Иш? Ну как иш? Тоже хочешь код изучать? Отсюда. Так, разница в комментариях в том, что первый тип комментарий, во втором типе комментарий мы можем писать по строкам. Только в этом. Больше разниц никаких. То есть здесь пишется на одной строке. Если мы хотим написать комментарий, то вот такой комментарий мы можем писать на разных строках. Вот, я бы ответил так. Комментарий после двойной косой черты оканчивается в конце строки. Ну, то есть, да, вот он оканчивается в конце строки. Комментарии после косой черты со звездочкой продолжаются до тех пор, пока не встретится завершающий знак комментария. Комментарии двойной косой черты называют также однострочными комментариями, а косой черты со звездочкой многострочными комментариями. Многострочные, однострочные, однострочные, многострочные. Все, хорошо. Помните, даже конец функции не завершает многострочный комментарий. Его необходимо закрыть явно, в противном случае произойдет ошибка при компиляции.
Ну, всегда, да, не забывайте, если вы открыли комментарий, всегда нужно его закрыть. То есть вот так вот дело плохо. Всегда нужно его закрыть. Ну, а так тоже ничего не получится, это даже не комментарий. Так, хорошо, с этим понятно. Сегодня вопросы, по-моему, попроще, чем вчера. Так, хорошо, следующий вопрос. Зачем программе нужны аргументы командной строки? Зачем программе нужны аргументы командной строки вот здесь? Сложный вопрос. Как бы я на него ответил? Ну, понятно, что раз нужны какие-то аргументы для командной строки, наверное, для того, чтобы подключить, нужны аргументы для командной строки, да, чтобы при выполнении программы, при запуске программы сразу использовались какие-то аргументы, нужные для программы. Как-то так. Чтобы позволить пользователю изменять поведение программы. Например, команда ls в Linux или dir в Windows позволяет просматривать содержимое текущего каталога или папки. Чтобы просмотреть файлы в другом каталоге, вы указали бы путь к ним, используя аргументы командной строки, как при вызове в ls или dir. Чтобы позволить пользователю изменять поведение программы. Чтобы позволить пользователю изменять поведение программы. Ну, как-то сложно написано. Непонятно. Зачем программе нужны аргументы командной строки, чтобы позволить пользователю изменять поведение программы? Куда изменять? Зачем изменять? Какое поведение? Какой программы? Нехорошо. Нехорошо, да? По-моему, нехорошо. Ну ладно, окей. Как-нибудь с этим разберемся. Коллоквиум. Коллоквиум. В этом разделе предлагаются вопросы для самоконтроля и закрепления полученных знаний, а также упражнения, которые помогут применить на практике полученные навыки. Попытайтесь самостоятельно ответить на вопросы и выполнить задания, а потом сверьте полученные ответы. Ну, понятно, хорошо. Контрольные вопросы. Что неправильно в объявлении int.main? Что неправильно в int.main? Int с большой буквы написано, к регистру язык C++ очень требователен, поэтому int.main должен быть с маленькой буквы. Могут ли комментарии быть длиннее одной строки? Комментарии могут быть длиннее одной строки только в том случае, если мы используем комментарии данного типа, да, открывающиеся и закрывающиеся комментарии. В этом случае комментарий может быть длиннее одной строки. Так, два вопроса. Быстро ответили. Балдеж. Упражнение. Первое. Отладка. Наберите и откомпилируйте эту программу. Почему она не компилируется, как ее можно исправить? Так, хорошо, давайте добавить упражнение 1. Упражнение 1. Давайте наберем, посмотрим, что там не так. Include. Stream. Void main. Открываем тело программы, пишем std out. Он мне даже исправил ошибку сам сейчас. Is there... Тут даже несколько ошибок и баг. There. Вопрос. Скобочка. Мне даже компилятор так написать код не дает, как он там написан. Вот. Что неправильно? Вот здесь вот еще большая буква должна быть, но ее как бы быть не должно, да? Во-первых, первая ошибка здесь в том, что здесь большая буква, ее исправляем. Вторая ошибка в том, что здесь не было второй... Угу. Боже, что это? Кавычки. Да. Еще у вас мог возникнуть, например, вопрос, нет ли ошибки, почему здесь void main. Ошибки здесь не будет, потому что наша программа просто выводит на экран это сообщение из there a bug here. Она не выводит никакое число. То есть, если мы сейчас напишем здесь return 0, по идее, это ошибка, потому что наша функция void main, да? Если мы пишем здесь int, то у нас этой ошибки не будет. Но так как наша программа здесь не возвращает никаких значений, она просто выводит сообщение на экран, поэтому void main здесь приемлемо. Хорошо, исправьте ошибки в программе упражнения 1 и, перекомпилировав, запустите ее снова. Давайте мы ее запустим. Сейчас я здесь листинг закомментирую.
чтобы она у нас запустилась. Исправили ошибки, запускаем, и выводит у нас консолька is there a bug here. Окей. Модифицируйте код листинга 2.4 так, чтобы продемонстрировать вычитание, используя оператор минус, и умножение, используя оператор звездочка. Листинг 2.4. Так, давайте здесь сразу это дело закомментируем. Перейдем в листинг 2.4, раз комментируем это все. Еще раз напоминаю, что чтобы закомментировать весь код, его нужно выделить Ctrl-A. Ну или мышкой, но неудобно, да? Ctrl-A, выделяем весь код, ну или какую-то часть кода вы хотите закомментировать. Вы его выделяете, и вот здесь наверху есть закомментировать выделенные строки. Ctrl-K, Ctrl-S можно вообще вот так вот, да? Но Ctrl-K, Ctrl-U раскомментировать. Вот эти две штуки. Так, хорошо. Модифицируйте код листинга, чтобы продемонстрировать вычитание, используя оператор, и умножение. Ну, давайте просто, раз продемонстрировать, то мы просто вот так вот сделаем. Сохраним, пересоберем. И комбинация, кстати, Ctrl-B собирается проект. Видите, у меня вот здесь вот внизу, чтобы проверить на наличие ошибок, Ctrl-B нажимаем, сборка выполнена успешно, все хорошо. И уже здесь запуск без отладки. Смотрим. Ну понятно, мы не изменили надписи, и у нас тут получилась белиберда. Давайте 7 на умножить, получается, да? Здесь минус, и здесь минус, чтобы у нас все вывелось красиво. Еще раз сохраняем, компилируем, пересобираем и запускаем. Вот, 22 на 7, 154, 22 минус 7, 15. И, соответственно, 10 минус 5, 5. Ну, тут уже в тексте изменять не будем, нет надобности. Но, в принципе, все сделали, да? Так, хорошо. Ну вот и все. Вот и все. Вот такое вот у нас с вами второе занятие получилось. Получилось на 15 минут дольше, чем предыдущее. И у нас, мне кажется, каждый следующий урок будет просто на 15 минут дольше. Там к 20-му уроку просто стрим длиной в 4 часа. Решение задачи. Как же это делать? Вот, в любом случае, большое спасибо, если смотрите в записи. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе». Этот плейлист смотрите по ссылочке в описании с первого урока, если вдруг внезапно просто с какого-то урока начали смотреть. Интересная книга, хорошо написана на самом деле. Есть свои недочеты, моменты. Например, сегодня, да, нам уже показывали стринги. И делали это не женщины, а в коде у нас сегодня были стринги. Вот здесь, например, да, у нас в коде уже подключали мы директиву препроцессора, запомнили? Директиву препроцессора string, но string это как бы уже очень такое далекое понятие. Вот. Поэтому ничего не объясняли. Ну, в общем, но написано неплохо, мне нравится. Вот, поэтому смотрите с первого урока, по ссылочке в описании будет ссылка на плейлист с первого урока, интересно, замечательно, C++. Знакомимся за 21 день, у нас челлендж, сегодня был второй день, объявляю его законченным. И, как говорится, если есть желание поддержать проект не только лайком и подпиской, но и материально, также по ссылочкам в описании найдете ссылки на Donut Alerts или на Boosty, где можно меня поддержать и весь этот проект поддержать. Вот, но меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе». Увидимся с вами завтра в 21:00 по МСК. Здесь же и будем смотреть, что нам приготовили в третьей теме. Все, до скорого, увидимся с вами завтра. Всем пока.